Всем привет! Меня зовут Алена, и знаете, сегодняшняя работа у нас будет тоже отнесена к Новому году, к Рождеству. Каждый из вас может ее немножко переделать и сделать под себя. Знаете, когда-то давным-давно в Закопанах я видела большой елочный шар, внутри которого была маленькая деревня. Но такой огромный я делать не буду, сделаю поменьше. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну и первое, что нам понадобится, это новогодний шар. Я купила, причем купила по очень хорошей цене, поэтому была счастлива как слон. Но скажу, что можно сделать из газет бумаги в технике папье-маше или же из ниток. Но я этим заниматься не очень люблю. И как раз на глаза попался шар, так что буду делать из него. Он пластиковый и в диаметре 15 сантиметров. В первую очередь нам нужно вырезать окошко для того, чтобы потом внутри сделать всю композицию. И начинала я вырезать при помощи горячего ножа, но потом оказалось, что самые простые ножницы тоже хорошо режут пластик. После того, как убрала лишнее, я скругляю, зачищаю край, чтобы он был ровный, при помощи наждачной бумаги и ножниц. И таким образом у меня получился просто идеальный край, который в дальнейшем не пришлось ничем обрабатывать. Теперь красить. Красить внутри я буду белым цветом, так как мой шар внутри все-таки черный. А мне хочется сделать белую светлую композицию. Буду использовать водоэмульсионную краску для потолков и стен, можно использовать совершенно любой акрил. Покрыла я в 2 слоя и по краю тоже прошлась губкой, чтобы край был еще лучше. Ну и таким образом мы слегка придаем краю заснеженный вид. Пока краска не высохла, в некоторых местах я посыпаю белыми блестками. Блестки самые простые, из канцелярского магазина. Теперь елочки. У меня были вот такие заготовки елочки, которые я покупала. Не нашла я маленький ёршик, чтобы сделать самостоятельно. И буду красить белой краской из баллона. И сверху тоже посыпала теми самыми блестками. Кстати, почему нельзя красить пенопласт такими красками? Потому что он у вас растворится. Беру небольшие кусочки пробки и одеваю снизу на ствол своих елочек. Таким образом держаться будут они намного лучше в дальнейшей композиции. Да, такие елочки можно сделать самостоятельно из самых простых ёршиков для бутылок. Ссылку на них я оставлю в описании. Теперь домик. Буду использовать плотный картон. Используйте любой. Пивной, переплетный. Совершенно любой картон, который вы найдете. Я на глаз вырезала размеры, которые мне будут нужны. Я постараюсь оставить вам шаблон на сам размер в описании к этому видео. Склеиваю домик. Для склеивания я использовала термоклей. Можно использовать и ПВА, но тогда придется дольше ждать, пока он у вас высохнет. Подобную идею домика я видела в интернете, и мне очень сильно захотелось повторить. Как сделать домик из картона я вам показала, но дальше я вам покажу, как я окрашивала и чем я окрашивала. В принципе, это картон. Его можно окрашивать совершенно любыми красками, которые у вас есть, гуашь, акварельные краски. Поэтому я не буду вам рассказывать, где какую полосочку рисовать, просто наслаждайтесь процессом.
Ну что, домик готов, елочки готовы, и начинаем собирать всю композицию. Да, не сказала, шар тоже должен хорошо просохнуть. И с помощью картона буду увеличивать высоту. Так как шар у нас круглый, нам нужно все-таки поставить каким-то образом домик. Я приклеиваю 5 приблизительно круглых заготовок из картона разного размера. Делаем так называемую площадку. Обязательно смотрите, чтобы она у вас была ровно снизу, иначе шар будет перевешивать в одну из сторон. Крашу белой краской, и после того, как у меня все высохло, я начинаю вклеивать свой декор. Первые елочки. Затем я приклеиваю домик, тоже использую в работе термоклей. И еще одну елочку. Сначала я думала, что я не буду ее вклеивать, но ее так не хватало за самим домиком, поэтому добавляю туда еще одну елочку. Ну что, вклеили? А теперь снег. Куда же без снега? Моя дочка сказала, что снег должен быть из ваты. Поэтому беру вату и ПВА-клей. Берите ПВА-клей, чтобы у вас был жидкий. Таким образом с ним намного удобнее работать. И постепенно начинаю приклеивать кусочки ваты. Знаете, что самое интересное? Что с помощью ваты мы делаем очень красивые сугробы. Таким образом я делаю снег. Тоже слегка посыпаю блестками, чтобы был вот этот блеск. После того, как я сделала снег, мне захотелось еще его добавить и на крыши домов. Сверху тоже не хватало небольшого облачка, которое я сделала из ваты. Нанесла небольшое количество ПВА-клея сверху и просто приложила туда вату. Главное, не прижимайте, иначе все приплюснется. Шар можно подвесить просто на ленту, но можно сделать для него подставку. У меня есть вот такая шишка на металлической подставке. Она покупная, поэтому я самостоятельно не делала. Но если у вас есть очень хорошая проволока и жесткая, то можно сделать что-то похожее. Подвесить на нее шар, ну и, конечно, покрасить в нужный цвет. Но после того, как я искала дома проволоку, ничего не нашла, муж мне предложил сделать подставку деревянной. И на следующий день он мне ее привез. Моя подставка снизу 13,5 на 13,5 сантиметров и высота 19. Сверху подставку мы сделали под наклоном. Я выкручиваю шуруп, так как у нас сверху приклеивалось все, и начинаю зачищать. Снизу я слегка еще подклеиваю на ПВА-клей, так как она немного крутится. И отверстие от шурупа тоже нужно зашпаклевать.
оставляю сушиться, но тем временем, пока у меня все сохнет, я буду красить. В этом году у нас в школе проходила акция «Помоги птицам выжить зимой», и мы делали кормушку. Знаете, кормушку можно было сделать совершенно из любых материалов, подручных материалов, но мы все-таки решили всей семьей сделать кормушку из дерева, и я ее красила. Все фотографии вы могли видеть в моем инстаграм. Там я красила крышу и низ своей кормушки точно таким же способом, который вам покажу сегодня. Тем более, что некоторые спрашивали меня, как я это делала. В работе я буду использовать вот такую аквалазурь. Когда-то искала в магазине морилку, но мне посоветовали именно ее. Поэтому сейчас это просто мое любимое покрытие для дерева. Первое, что я делаю, я одним слоем покрываю подставку снизу. Также мне понадобится еще небольшая косточка для крепления, поэтому я беру палочку от суши и с одной стороны ее тоже скругляю. И следующее, что я делаю, это с помощью газовой горелки начинаю обжигать свое дерево. Знаете, обычно делают все наоборот. Сначала обрабатывают древесину горелкой, затем зачищают, потом покрывают разными слоями. Но я делаю, как обычно, все наоборот. Таким образом, мне эффект нравится даже больше. После обжига, который я делаю именно больше по краю, я покрываю еще одним слоем лазури, и это будет последний слой, и оставляю сушиться. Для того, чтобы шар висел, мы сверху просверливаем отверстие. Можно, кстати, сверху даже прикрепить какой-нибудь крючок. Это все по желанию. Но мне же нужна косточка, в дальнейшем посмотрите для чего. Сверху свою подставку я буду покрывать белой краской. Покрываю в один слой, после чего зачищаю наждачной бумагой, чтобы немного проявить фактуру дерева. После того, как у нас все высохло и просохло, мы начинаем собирать всю композицию в одну. Я беру шнур и просовываю в крепление. Причем, что свое крепление для игрушки, я не знаю, как оно правильно называется, я все-таки покрасила в белый цвет. Сверху завязываю узел на нужном мне расстоянии, чтобы игрушка висела все-таки посередине. И знаете, что захотела сделать? Сверху добавить именно ту косточку. Даже с помощью узла оттуда ничего не выпадет, но с помощью, кажется, вот такой маленькой палочки работа смотрится интереснее. И вот что у меня получилось. Внутреннюю часть своего шара вы можете задекорировать совершенно по-разному, и каждый шар будет индивидуальным. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!